Так, давайте начнем. Мой доклад называется Windows Phone 7.5. Разрабатываем и зарабатываем. То есть сегодня я расскажу о моментах, которые коснутся распространению приложения, заработку денег, то есть всем тем этапам, которые проходит приложение после того, как оно уже есть. То есть мы его разработали. По каких-то технических подробностях я рассказывал на прошлых мероприятиях, так что в большей степени мы будем касаться сегодня не их, но если что-то хочется узнать именно техническое, в конце можно спросить. Что-то мышкой головой. Прежде всего, хотелось бы сказать, что Windows Phone 7 – это другой телефон. Лучше или хуже решать вам. Я же расскажу, как им пользоваться, как взаимодействовать разработчикам с пользователями, пользователям с разработчиками и так далее. Кстати, о телефонах. Телефонов с операционной системой Windows Phone 7 не один и не два. Их довольно много. На этом слайде вы можете увидеть 9. На самом деле их гораздо больше. И что самое важное, что хотя эти телефоны совершенно разных производителей, такие как Samsung, LG, HTC и так далее, операционная система везде одинаковая. То есть разработав приложение и протестировав его на каком-то одном устройстве, вы можете быть уверены, что на всех остальных устройствах оно работает абсолютно так же. Это связано с тем, что все вендоры устройств заключают договор с Microsoft о том, что их устройства должны соответствовать ряду формальных требований технических. То есть, к примеру, там процессор не меньше 1 ГГц, камера не меньше 5 мегапикселей и так далее. Именно это позволяет максимально сделать одинаковым взаимодействие пользователя и телефона с операционной системой Windows Phone 7, независимо от производителя. И кроме того, это очень хорошо, потому что если пользователь меняет телефон, ему не нужно времени на то, чтобы адаптироваться к новому устройству. Единственное, чем могут различаться телефоны разных производителей, это то, что производитель может сам предустанавливать некоторые приложения. К примеру, у HTC есть HTC Hub, у LG, если не ошибаюсь, тоже есть свой Hub, у LG еще игры некоторые предустанавливают. И отдельным слайдом хотелось бы сказать о партнерстве Microsoft и Nokia. Оно уже принесло нам неплохие плоды в виде смартфона Nokia Lumia. И я думаю, на этом далеко все не остановится. Теперь поговорим о приложениях. Я считаю, это самый важный пункт, потому что именно приложения делают наш телефон функциональным, более интересным и создает это самое взаимодействие между человеком и устройством. Доступ ко всем приложениям пользователь получает через Marketplace, по-русски можно назвать это магазин приложений. Он есть как в версии для телефона, то есть непосредственно из устройства, так и в версии для PC. Вы можете просмотреть, почитать приложение и скачать его, либо купить. Важно отметить, что Marketplace – это единственный способ установить приложение в телефон для пользователя. Ну, правильнее было бы сказать, что это единственный массовый способ. Да, конечно, есть девелоперские аналоги, о которых я расскажу чуть позже. Есть пути установить нелегально приложение, но это далеко не массово. Большинству пользователей, особенно в США и в Европе, не хочется заморачиваться на то, чтобы как-то ломать свой телефон, потом искать приложение, потом искать к нему кряк, потом оно не заработает, потом после обновления что-нибудь еще отвалится. Человечество приходит к тому, что виртуальный товар уже начинает восприниматься почти так же, как и материальный.
Да, материальнее продавать проще, потому что то, что можно пощупать, потребителям воспринимается гораздо проще. Вот именно поэтому, я думаю, все видели в магазинах каких-нибудь компьютеров, стоит, например, антивирус Касперского вот в такой коробке. Хотя его можно скачать, в принципе, вполне спокойно, не выходя из дома. То есть, да, конечно, есть категория людей, которая выкручивает лампочки в подъездах. Но на них вы ничего не заработаете, в любом случае. Но их не так много. В России очень много. В России, да, все тяжелее, конечно. Пользователь менее адаптирован к этому. Но все равно я покажу примеры русских приложений, вполне успешных. Конечно, в России не все так хорошо, как в Америке, но тем не менее. Географическое таргетирование позволяет нам создать разные приложения для разных стран. Это довольно важно, потому что мы, во-первых, можем локализовать приложение, можем продавать его за разные цены в разных странах и учесть какие-то национальные особенности и так далее. Кроме того, в некоторых странах, возможно, запрещено то или иное приложение по каким-то религиозным причинам или националистическим. Форм оплаты существует две. Это кредитная карта и мобильный биллинг. Во всех развитых более-менее странах и даже в России можно использовать кредитную карту. Некоторые страны не поддерживают кредитные карты. Выход в этом случае это мобильный биллинг. Он, конечно, хуже, потому что оператор берет себе комиссию. Но как альтернатива вполне устраивает. Количество приложений за год с официального запуска Windows Phone, то есть с прошлой осени, уже 30 тысяч, даже больше. То есть это говорит о том, что интерес есть как у пользователей, так и у разработчиков. Говоря о России, с нами уже такие компании, как Яндекс, ВКонтакте, Киви, Одноклассники. Этот список на самом деле можно довольно долго продолжать. Если вы не готовы разработать какое-то свое личное приложение, то есть либо не хотите просто заморачиваться на это, возможно разрабатывать приложение на заказ, как и любой другой программный продукт. Есть сайт Web Professionals, я думаю, кое-кто видел его, может быть даже что-то делал. А Professionals это то же самое, только здесь вы можете искать заказы не для веб каких-то проектов, а для Windows Phone Server. Публикация приложения – это тот важный этап, который происходит после того, как приложение у вас разработано и протестировано. Чтобы опубликовать приложение, нужно его предварительно загрузить на AppHub. AppHub – это портал, на котором, в общем-то, происходит взаимодействие разработчика маркетплейса. И там можно зарегистрироваться двумя способами. Можно зарегистрироваться как девелопер и как студент. Регистрация в качестве девелопера стоит $100 в год и позволяет разблокировать вам до 3 устройств. Это как раз и есть тот называемый девелоперский unlock, который позволяет вам загружать приложение в телефон мимо маркетплейса. Студентам регистрация бесплатна, если вы подтвердите, что вы студент. Это можно сделать либо с помощью карточки ISIC, либо, если у вас есть аккаунт в Spark, с помощью него, либо с помощью почты в домене университета. Тут мне подсказывают, с помощью скана студенческого, но, по-моему, уже нельзя. Можно, знаешь, нельзя было только на .ru. Ну, может быть. Я с помощью скана студенческого давно зарегался, но, по-моему, сейчас уже нельзя. Но если можно, отлично. Здесь же можно скачать SDK, то есть пакет программного обеспечения, который позволяет вам разрабатывать для Windows Phone Server. Он абсолютно бесплатный, полнофункциональный
в него входит либо экспресс-версия Visual Studio для Windows Phone 7, либо если есть у вас уже установленная Visual Studio Professional, например, то у вас просто в Visual Studio появится новый тип проекта, приложение для Windows Phone 7. Также сюда входит Windows Phone Registration Tool, который позволяет сделать девелоперский unlock. И, по-моему, еще входит Expression Blend. Это как раз приложение для дизайна. В нем вы можете создавать дизайн для своего приложения. Публикация приложения происходит следующим образом. Мы загружаем на AppHub subfайл, это тот файл, который получается после компиляции приложения, после чего он проходит 3 этапа проверки. Первый этап проверки — это техническая валидация, то есть проверка на то, что ваше приложение выполняется корректно, не вызывает ошибок, не вредит работе системы и так далее. Дальше валидация на рынок, то есть проверка на соответствие приложения той или иной стране, к примеру, что оно должно быть на том же языке, понятно пользователю и так далее. И последняя валидация — это так называемая policy validation, это проверка на то, что ваше приложение не нарушает никаких законов, не призывает людей к насилию, наркомании и другим плохим вещам. После всех этих валидаций у вас появляется ваше приложение в Marketplace. AppHub предоставляет нам дашборд, то есть так называемую панель управления, в которой мы можем отслеживать все этапы валидации нашего приложения. Мы можем увидеть, какую валидацию оно не прошло, если оно вдруг не прошло. Причем у нас не просто показывается галочка, мы упали там на технической валидации, например. Она предоставляется подробный отчет с ошибками, по которому мы можем уже понять, что действительно не так. Даже если вам этого не хватило, вы можете написать в саппорт. Саппорт отвечает в течение суток и вполне себе адекватно. Кроме того, мы можем смотреть здесь, сколько денег мы заработали на том или ином приложении, динамику скачивания, популярность и все, что связано с распространением приложения. Магазин приложений на телефоне выглядит таким образом, как вы видите на экране. Там есть общий список всех приложений, также на Marketplace есть полки для производителей, которые доступны только пользователям определенных устройств. Если у меня HTC, я увижу там приложение для HTC. То есть это не отдельный магазин, это полка просто, например, HTC или LG в Marketplace. Marketplace, кроме того, что просто предоставляет нам скачивание приложений, делает уведомления о обновлениях. То есть если мы зайдем в Marketplace, к примеру, и мы можем увидеть там 5 обновлений, что нажимаем, и приложение обновляется. Так выглядит страница приложения. Она выполнена в стиле Windows Phone с использованием контрола Pivot. Pivot — это такой контрол, и мы можем вот так пальцем в сторону листать и видеть разные страницы. Здесь мы видим кнопку Try Buy, то есть попробовать бесплатное приложение, купить платное. Также там, если вниз его пролистать, там будет еще кнопочка Share, которая позволяет поделиться с другом по e-mail или по SMS. Также здесь есть скриншоты, отзывы других людей, другие приложения этого же производителя. И нажав на кнопку Install, у нас происходит установка. Установка происходит таким образом, что приложение сразу появляется в общем списке и потихоньку устанавливается, после чего мы можем пользоваться им вполне полноценно. Есть 3 варианта распространения приложений. Первое — это бета-версия. Она не проходит никаких валидаций, пользователь устанавливает на свой страх и риск его
Ну, для чего это используется, думаю, понятно, либо для бета-тестирования, либо для того, чтобы показать заказчику. То есть раньше было все очень печально на самом деле. Чтобы показать кому-то приложение, надо было сказать, скачай паб, разлочь свой телефон, потом установи сюда закинется файл, установи, заказчик послушает, скажет, да нафиг оно мне надо, что-то качать, непонятно устанавливать, я плачу деньги и не хочу я ничего этого знать. И еще хуже, если это человек на другом континенте, и установить ему самому это было невозможно. Теперь это делать не надо, мы просто ограничиваем бета-версии по ID доступ, по Live ID, то есть есть список Live ID, которые могут получить доступ к этому приложению. Даем ему ссылку, и человек, которому мы хотим показать приложение, вполне может его скачать, только, естественно, оно недоступно в паблик маркетплейсе, там его не будет видно, оно доступно только по ссылке и еще и ограничено по Live ID. Есть ограничения по времени, после 90 дней это приложение удаляется из маркетплейса. Это сделано для того, что просто многие программисты забывают удалять свои приложения в бета-версии. И если бы этого ограничения не было, у нас бы сейчас было не 30 тысяч приложений, а 100, наверное, как минимум. Следующий вариант это private. Он похож на бета-версию, но здесь нет ограничения по Live ID. Он может быть как платным, так и бесплатным, доступен также по ссылке. Но надо понимать, что если ссылка утекает, то установить ее может любой человек. Зачем это нужно? Во-первых, зачастую это делается, когда разработчик хочет дать свое приложение журналистам до релиза, попользоваться бесплатно. То есть они не пользуются, пишут анонсы, а до релиза просто публикуют уже готовые статьи. Также это вариант для каких-то небольших компаний, которые хотят написать приложение для себя, но не хотят, чтобы оно было доступно всем. Ну и самая распространенная версия это паблик, то есть это самое то, о чем мы сегодня говорим. Это размещение приложения в маркетплейсе, где оно доступно любому пользователю через поиск, через серфинг. Любой желающий может купить его, скачать и начать пользоваться. Мерчендайзинг. Это слово, думаю, понравится тем, кому понравилась русская версия слова лонч, но я не знаю, как перевести мерчендайзинг на русский язык нормально, поэтому вот так я его перевел. Есть несколько путей разрекламировать свое приложение. Первое – это панорама. Это самый крутой способ. Он дает прирост скачиваний в 20 раз. То есть, что такое панорама? Это когда вы заходите в маркетплейс, вы видите фоном ваше приложение. Следующее – это Featured Icon. Это отдельный блок в маркетплейсе, где мы можем увидеть такие иконки популярных приложений. Это дает прирост 8 раз, тоже неплохо. И последний тип это Featured List. Не так, конечно, круто, как панорама и иконка, но все равно прирост в 150%. Весьма неплохой. Кому платить деньги и как вообще попасть вот в эти вот списки, как получить промо? Ответ: никому деньги платить не надо. Microsoft само выбирает лучшие приложения и дает им промо. То есть Кэп подсказывает, что чтобы получить промо, надо сделать просто хорошее приложение. Что такое хорошее приложение? Это приложение в первую очередь функциональное, полезное, и последнее, но не маловажное, это то, что оно должно быть сделано в стиле самого Windows Phone 7. Если ваше приложение будет сделано не в стиле Windows Phone 7, то промо оно не получит, я почти уверен. Потому что это нарушает концепцию дизайна Windows Phone 7. Также есть некоторые советы от Microsoft, и не только от Microsoft, как заработать на вашем приложении больше.
Первое – это использование трайл. То есть, все знают, что такое трайл. Это бесплатная ограниченная версия приложения. Это дает прирост в 70 раз скачиваний больше, чем без трайл. Да, надо понимать, что это не 70 раз больше продаж. Из тех, кто скачал трайл, всего 10% покупает приложение, но все равно это увеличение в 7 раз, я думаю, очень весомо. Кроме того, даже если пользователь не покупает, он запомнит, что было такое приложение, оно вроде понравилось, да, он его не установил, но может быть в следующий раз выйдет в той компании еще лучше приложение, и он посмотрит, и шансов, что он его установит больше. Трайл бывает двух видов, по времени и по функциональности может быть ограничен. То есть, либо мы там пользуемся приложением 30 минут, либо, например, в какой-то игре могут быть доступны один уровень из 7 там. Не надо в трайле делать слишком много возможностей, потому что если там в платной версии будет всего на один уровень в игре больше, чем в бесплатной, но пользователь вряд ли его купит. Lifetiles. Кто знает, что такое lifetiles? Флешку получить. Кто? Что, подняли и опустили? Ну, Надя знает, понятно. Я упоминала об этом. В том-то и дело. Ну, я знаю. Расскажи. Это специальные контролы, которые можно поместить на рабочий стол. Они будут ссылаться на какую-то страницу вашего приложения, а если использовать push, то есть push-уведомление, то на этих контролах будет выгружаться какая-то информация из вашего приложения. Молодец, ты можешь флешку найти работу. Вот. Но на самом деле не совсем так. Lifetiles это что такое tiles? Tiles это такие вот здесь плитки такие в главном меню. То есть как вот в айфоне, да, они такие скругленные, а в Windows Phone они квадратные. Так вот, эти плитки это не просто картинки, они могут быть динамичными. И не просто анимированными, они могут отображать актуальную информацию из приложения. Например, если у меня новостное какое-то приложение, то я не хочу там каждый раз заходить, обновлять, просматривать новости. У меня просто в главном меню на плитке этого приложения кажется там фотография, там, взрыв в Чалтере. Я посмотрел, классно, забил, посмотрел. Ну это так. Либо надпись там, доллар поднялся на 10 рублей, и все побежали менять. То есть это более удобный вариант донесения информации о пользователя. А push-нотификации это вот когда, к примеру, приходит смс, у вас вверху появляется там начало этого текста. То есть это может не только смс, а из любого приложения можно сделать такую нотификацию. Реклама с местоположением. Кстати, отдельный пункт реклама довольно интересный, потому что если ваше приложение бесплатное, это не значит, что оно еще вам не приносит денег. Если использовать рекламу, надо использовать таргетированную рекламу, потому что вряд ли жителям США будет интересно узнать, какие фильмы в Таганрогском кинонео. Правильная цена. Очень важный вопрос, что такое правильная цена, если нет универсального такого ответа, что какую цену надо назначить, чтобы ваше приложение продавалось. Мне кажется, есть две пути, так сказать, правильную цену. Это сделать либо чуть больше, либо чуть меньше, чем ваши конкуренты. Почему именно чуть больше, а не меньше? Если мы делаем сильно меньше, чем конкуренты, то пользователь воспринимает так, что наше приложение какое-то плохое. Оно, чего бы ему стоить так мало? Наверное, оно какое-то недоприложение. Это вполне понятно, потому что есть стереотип у людей, что дешевое это плохое, дорогое это хорошее. То есть почему такой стереотип складывается, тоже вполне понятно. Потому что мы привыкли, что хорошие вещи стоят дорого.
Но не факт, что то, что стоит дорого, хорошее. Аналогичная ситуация с дешевыми вещами. Что забавно заметить, в английском языке слово cheap, оно обозначает не только дешевый, но и такой, так сказать, недоразвитый, какой-то немного ущербный. Это почему не надо делать слишком маленькую цену. А насчет слишком большой цены, тут можно поспорить, можно сделать значительно больше, но тут тоже не надо перебарщивать. И именно из-за стереотипа, что дорого, значит хорошо. К примеру, вот такой случай забавный был. Чивас, есть виски такое, вот, они в 91 году просто увеличили почти в 2 раза цену на свою продукцию. Ничего при этом не сделал, просто увеличили цену, не поменяв ни упаковку, ни содержание. Это начало восприниматься как такое хорошее сразу, что-то хорошее, что должно стоить дорого. Ну тут тоже не стоит злоупотреблять, если все приложения стоят там $5 аналогичные, а вы поставите 50, то мало того, что вас никто не купит его, еще и запомнят вас как какого-то не совсем адекватного человека. Так что, мне кажется, надо делать либо чуть меньше, либо чуть больше. Глобальность очень важная тема, потому что на самом деле очень мало сейчас в маркетплейсе локализованных приложений. А многим пользователям хочется видеть приложение именно на своем языке. Даже в частности в России, вот, мне казалось, что если приложение на английском языке, то должно хватать любого человека каких-то базовых знаний, чтобы им пользоваться. Оказалось, что нет. Может быть не из-за этого, может быть просто человеку хочется видеть на его языке, приятнее ему. Но тут стоит помнить, что все-таки основной рынок сейчас это США и Европа. Даже больше, наверное, США. Но не стоит забывать о не очень освоенных рынках. Сохраняйте успехи. Что означает этот пункт? Он означает то, что если у вас есть уже какой-то успешный программный продукт или даже не программный продукт, есть какой-то свой бренд, то используйте его. К примеру, известная игра Doodle God достигла успеха и выпустила следующую игру, которая называлась Doodle Dale. То есть, естественно, пользователи, которые скачали Doodle God, скачают и Doodle Dale. И интересно, какая игра будет следующая у компании Royer после Angry Birds. Но мне кажется, там будет что-то либо Angry, либо Birds. Отличный пример вот это сохранения успехов есть вообще из области, не касающейся к разработке ПО. Это российский Comedy Club. То есть они сделали крутой проект, много людей смотрело, а потом они выпустили самый лучший фильм, на него пошло много людей, все сказали отстой, пошли на второй самый лучший фильм. А потом, мне на самом деле первый понравился, второй нет. Вот. Да, все говорят отстой, все идут на следующий, и в итоге эти проекты все коммерчески успешны. Но этим тоже не стоит злоупотреблять, потому что репутацию из плохой в хорошую восстанавливать очень тяжело. Промо, то, о чем я говорил, если вы получите промо от Microsoft, это уже как минимум говорит о том, что ваше приложение неплохое. Ну а получив промо, вы получите больше прибыль. Стоит ли говорить, что это хорошо? Отлично, теперь давайте посмотрим на все о том, о чем я рассказывал, с проекцией на Россию. Как это работает в России, в нашей действительности. Ну, во-первых, Doodle God, то, о чем я уже сказал, было портировано за 24 часа на iPhone, с iPhone на Windows Phone, достигла высоких показателей и даже сейчас предустанавливается на аппараты LG. Gmaps, этот слайд, я видел, у Нади тоже был. Gmaps на самом деле никакого отношения не имеет к Google,
абсолютно, кроме, конечно, того, что он использует API Google. Gmaps написали ребята из Беларуси, они сейчас, насколько я знаю, живут в России, но не так принципиально. Gmaps отличное приложение, которое не нуждается, наверное, в представлении. Расскажу немного об особенностях, что там есть очень много фишек, таких как режим водителя, отображение погоды, расставление точек на карте. И что мне вот вообще понравилось очень, что можно позвонить прямо из приложения. Если, конечно, есть телефон того или иного места. Френзи Ферма, многие, думаю, играли на PC, теперь это есть и на Windows Phone. И, конечно же, стоит поговорить о формальности. Это не очень, может быть, приятно, но интересно в любом случае. 70% от прибыли идет вам, 30% идет Microsoft на поддержание работы маркетплейса. Что касается налогов, здесь и плохо, и хорошо одновременно. Хорошо то, что мы живем в замечательной стране Россия, где налоги для физлица всего 13%. Но в других странах налоги гораздо больше. Но они живут. Ну, мы-то в России живем. То есть вам налоги в любом случае придется платить. Лучше платить их в России. Вы можете платить в США, там около 50%, в зависимости от штата. Чтобы платить налоги в России, вам нужно заполнить форму В8 налоговую, которая позволяет нам избавиться от двойного налогообложения. Потому что между правительствами России и США есть такая договоренность, которая позволяет этого избежать. То есть вы говорите, что вы не гражданин Америки и платите налоги у нас. Если этого не сделать, вы сначала заплатите налоги в США, потом еще докажите нашей налоговой, что вы их там заплатили, принесите им все 3 НДФЛ, я не знаю, что они там просят. Так что лучше ее заполнять. Microsoft обещает, что скоро это будет доступно через веб-интерфейс, пока этого, к сожалению, нет, но надеюсь, что будет, потому что это сильно простит всем нам жизнь. Я думаю, сейчас все прям подорвутся, побегут разрабатывать приложение, поэтому я скажу, с чего начать. Начать надо с того, что зарегистрироваться на createmsdn.com, это тот самый хаб, о котором я говорил. Там скачать SDK, установить его, потом на MSDN есть целый раздел, посвященный Windows Phone 7, где вы можете найти лабораторные работы, презентации, статьи, очень много всего, чтобы начать разрабатывать для Windows Phone 7. Этот раздел ведет Стас Павлов, человек, который отвечает за Windows Phone в России. Также TechBase содержит довольно много интересных видео про Windows Phone 7. И если вам этого не хватает, вы можете почитать англоязычный блог команды Windows Phone, который ведут ребята из США. Все эти ссылки, в принципе, кому интересно, могу скинуть на почту. И хочется сказать, что разрабатывать для Windows Phone 7 несложно. Это уж точно не сложнее, чем начать разрабатывать для веба или для десктопа. И если у вас есть навыки C#, и вы писали либо десктоп, либо веб, на самом деле не только C#, например, на Visual Basic можно еще писать, не просто в основном на C#, поэтому я так говорю. Вам переключиться на разработку под Windows Phone особого труда составить не должно. В связи с этим мы продлеваем конкурс до 31 декабря, потому что довольно много людей к нам обращалось с вопросами и жаловалось, что вот, да, интересно, но мы не успеваем. В заявке надо прислать название вашего приложения, автора или авторов, если их несколько,
город, где вы проживаете, категория, к которым относится приложение, описание и ссылка в Marketplace. То есть, прежде всего, ваше приложение должно пройти валидацию. Мы не ждем от вас супер приложений, которые будут там полностью без ошибок, которые обхватят все. Это должно быть интересное приложение в стиле самого Windows Phone 7, по крайней мере, хотя бы отображать концепцию того или иного приложения, чтобы было понятно, зачем оно. Что? Приз, секрет, но хороший, то есть не ручкой, не флешкой. Запись не обидел. На этом, в принципе, у меня все. Здесь вы можете увидеть почту мою и вот ru7dev@microsoft.com. Это как раз почта, где люди отвечают в Microsoft на все вопросы, связанные с Windows Phone 7. Если вы считаете, что вопрос будет скорее к ним, чем ко мне, то можете туда смело писать. Там сидят хорошие люди, и они отвечают. И сейчас я готов ответить на все вопросы, если они есть. Да. Вот сегодня не было освещено, вот, можно разрабатывать на Silverlight, на XMA. Вот, Леша, вот что конкретно для тебя? Вот, какая больше технология для разработки? Ну, тут нельзя сказать, что лучше. Нет, не говорю, что лучше, что вот более перспективнее, удобнее с твоей точки зрения. Объясняю. Silverlight в первую очередь для разработки приложений, а не игр. То есть, если вы собираетесь разрабатывать приложение функциональное какое-то, Twitter клиент, например, то лучше использовать Silverlight. Если вы хотите разработать какое-то суперинтерактивное приложение, игру, то есть игру 100% надо разрабатывать на XNA. Тут нельзя сказать, что лучше даже для меня. Тут все зависит от задачи. Да. На Windows Phone пока нет скайпа. То есть он как бы есть программа, называется IM+, оно объединяет в себе много разных мессенджеров. Там есть скайп тоже, но мы его можем как мессенджер использовать. Официального скайпа пока нет, но я думаю, это дело времени. Там, насколько я знаю, просто не могут трясти формальности с покупкой и с законами о персональных данных. По слухам, он либо есть, либо уже скоро будет, ну именно технически, но организационные вопросы пока некоторые решить не удается. Но это как бы неофициальная информация. Так что, если что, я ничего не знаю. Давайте там сначала, кто хотел. Алексей, вот ты говорил про способы разработки на приложение, да? Так вот, этот список далеко не полный по сравнению с App Store или Android Market, потому что, допустим, Windows Marketplace не поддерживает внутриигровые покупки, правильно? А это сейчас уже чуть ли не догоняет полностью показатели заработка на продаже самого приложения. Когда это появится для Windows Phone? Возможно, и тогда потянутся разработчики, которые пишут только под iPhone или под Android. Ты имеешь в виду, то есть, например, в игре там человек покупает? Да, я, допустим, хочу продать какую-то пушку или купить яблоко, например. А не могу, потому что Windows Phone не позволяет. Я понял. Но насколько я знаю, вот именно Marketplace пока да, действительно не поддерживает этого. Планируется ли это сделать или нет? Это вопрос скорее на ru7 Microsoft.com. Могу ошибаться, но, по-моему, каким-то образом можно это все-таки сделать. Может быть, через как-то это связать с рекламой, но не факт. Есть там сетевые какие-нибудь приложения, типа конференции, что-нибудь такое? Приложения, которые вы имеете в виду, что значит конференция? Ну вот типа как в скайпе есть подключение собеседников, можно создать группу и разговаривать как бы сразу со всеми. Я думаю, что когда скайп будет, тогда это пока этого Сейчас нет. Хочешь бесплатно говорить по телефону просто, через интернет. IP тоже
Проблема в том, что до манго вышла где-то в октябре. Пользователю, точнее разработчику, не был доступен API, который позволял взаимодействовать с камерой, с Wi-Fi, насколько я знаю, и так далее. Сейчас, если не со всеми сенсорами, то с многими уже можно взаимодействовать. Возможно, что-то появится скоро подобное. Я пока не видел, может, оно и есть. Да. Насчет сенсоров, как программировать листовки на десктопе мультитач? Как работает? Мультитач, во-первых, две мышки, но это такое кривое довольно решение. Если у вас экран, который мультитач поддерживает, то можно прямо на экране. Ну и вообще мы можем подсоединить телефон непосредственно к устройству, к нашему компьютеру, и отлаживать приложение прямо на нем. То есть мы запускаем там compile, debug, и у нас прямо в телефоне начинается запускаться это приложение. А на компьютере мы можем прям... Можем на эмуляторе, да. Вот, если есть мультитачное, поддерживать наш там ноутбук, например, тогда да, можно. Но я думаю, что лучше все-таки отлаживать на реальном устройстве. Все-таки эмулятор это хорошо, но окончательную версию, я думаю, надо проверять на реальном устройстве. Да. А вот если у нас первоначальное приложение бесплатное, но имеет массу, нравится всем, легко ли его перевести в платный? Легко. Технически легко. А как оно будет ли оно после этого продаваться, это уже вопрос. Нет, сама процедура. Процедура легко. Просто мы изменяем файлы, можно цены менять и так далее. То есть довольно интересный, на самом деле, пункт. Если делать дешевое приложение, а потом увеличить, то вряд ли у вас будут покупать. Так что лучше, мне кажется, делать... Такое возмущенных людей. Чуть лучше делать, да, чуть выше цену, а потом, если что, сделать скидки. Что такое скидки? Это вот девушки рассказывают. Это когда приходят в магазин, там висит что-нибудь 2500. Да нет, дорого. Нет, дорого. А, так 5000 стоило, так надо брать. Скидка 50%. Да. Еще вопросы есть? Да, Леша. Леш, помнишь, мы в Москве нам на студент-кемпе рассказали про альтернативу для России маркета, ну, то есть, чтобы не возить с бумажками. Там был специальный супермаркет, с которым договорился Microsoft. Там не то, чтобы альтернатива маркету. Можно там публиковать приложение, и там они сами берут на себя ответственность за эти бумажки. Да, я понял. Там не совсем альтернатива маркета. Там есть компании некоторые в России. Я знаю, например, в Москве есть SoftKey, если я не ошибаюсь. Она берет на себя работу с этими формальностями, с формой V8 и так далее. То есть вы просто, естественно, не за бесплатно, какой-то процент они себе за это берут. И вы можете избежать таким образом всех заморочек с налогами. Если вас это устраивает, вы можете к ним обратиться. По-моему, SoftKey компания называется, можете погуглить. То есть и получаете чуть меньше, но зато без всяких формальностей. Тоже как вариант. Леш, скажи, пожалуйста, какие меры принимает Microsoft для того, чтобы привлечь разработчиков с других платформ? То, что делали платформы на приложение. Меры? Я думаю, что, во-первых, Какие меры? да, вот такие, во-вторых, на самом деле очень удобный эмулятор. То есть, действительно, иногда пользователи там андроида, я слышал, что говорят, что вот нам не нравится наш эмулятор. А вот потом им показываешь, и им нравится эмулятор на их досхоне. Ну просто презентация видео, какую-то игру, вот буквально за 24 часа в акции перенесли на другую платформу. Какой инструментарий есть ли для этого? Нельзя портировать игру полностью за 24 часа. Нужно переделывать интерфейс, как вы сами делаете. Нет, Значит, она будет интерфейс, выглядеть да, странно. это естественно, потому что, чтобы удовлетворяло требованиям дизайна, но я имею в виду какие-то более такие глубокие. Просто на самом деле, что очень просто действительно разрабатывать. То есть у нас есть та же Visual Studio, там, тот же C#,
контролы немножко другие, с точки зрения программиста. Пользователю, конечно, для пользователя они другие. Просто пишем C#, точно так же отлаживаем. Бесплатный полностью SDK качается за, не знаю сколько, полчаса, в зависимости от вашего интернета. Кроме того, можно, если вы студент, бесплатно абсолютно получить доступ к хабу и зарабатывать деньги, это вам не мешает абсолютно. Бесплатно, если вы студент, можете получить доступ и к другим продуктам, то есть даже к профессиональной Visual Studio с помощью DreamSpark. То есть я считаю, что это является такими весомыми пунктами. Кроме того, есть такая программа BizSpark. Она не только для Windows Phone 7, для любого программного продукта, которая позволяет получить в компании, ООО это или ИП, ООО точно может, ИП не знаю, наверное тоже. По этой программе вы можете получить любой софт на 3 года почти бесплатно, за $100. Это смешно. То есть в конце платят $100, и, как говорит Microsoft, это показатель того, что ваша компания успешная. На самом деле, просто если вы платите $100, это проще с налогами, меньше заморочек для компании, насколько я себе это представляю. Я думаю, хватит вопросов, иначе мы спиться остыли. Да.